Это замечательный кубок из собрания оружейной палаты. Его украшает фарфоровая чаша. Это китайский фарфор XVI века. Основание кубка и ножка кубка выполнены немецкими серебряниками, украшено кораллом. Дело в том, что с развитием великих географических открытий в Европу стало поступать очень много различных драгоценных и необычных природных материалов, новых. Именно они становились предметом коллекционирования, поскольку позволяли их владельцам и продемонстрировать свою образованность, свою интеллектуальность, и в то же время продемонстрировать свою состоятельность, потому что, конечно, такие предметы и материалы были весьма дороги. Этот кубок был привезен ко двору Михаила Федоровича из Дании в 1644 году в качестве посольского дара от короля и с тех пор хранится в оружейной палате. Примечательно, что в Европе главная ценность в этом кубке считалась бы вот эта вот фарфоровая чаша небольшая. Дело в том, что Европа чрезвычайно ценила фарфор, он был редким материалом, и китайские фарфоровые чаши и различные сосуды поступали туда крайне редко и очень высоко ценились. Конечно, все остальное – это драгоценное обрамление для этой чаши. С приходом португальцев в Южную и Юго-Восточную Азию был налажен постоянный поток китайского фарфора. Фарфор в огромном количестве стал вывозиться в Европу, и даже в 1522 году были приняты специальные нормы, регламентирующие количество фарфора, которое можно было ввозить в Европу. В частности, на кораблях могло ввозиться не более 1/3 груза. Но в России, как ни удивительно, фарфор не оценили. Первые фарфоровые произведения из Европы были в качестве драгоценных даров привезены ко двору еще в XVI веке. Любопытно, что существуют воспоминания голландских послов, прибывших в Россию в 1664-65 годах, что русские не ценят фарфор и говорят, что для нас это просто глина. В данном случае произведение уникальное, очень символичное. И нужно сказать, что во времена великих географических открытий, во времена, когда стали собираться первые кунсткамеры, всем новым природным материалам, как правило, приписывались еще и возможные магические свойства, и в частности кораллу приписывалось свойство и уберегать от ядов, и останавливать кровь, и всячески содействовать здоровью их владельцев. Поэтому подобные ветки коралла включали самые разные драгоценные предметы. И мы знаем, что есть предметы парадного оружия с использованием кораллов, очень много различных сосудов. Коралловая ветвь изображает своего рода дерево, а в целом оправа этой драгоценной чаши из китайского фарфора сама по себе представляет подобие или образ мира. Внизу, в основании, мы видим гору, наверху это, можно сказать, древо жизни. Мы видим и виноградную лозу здесь, которая в то же время еще является символом христианства. Около основания дровосек, и на самой горе, если мы приглядимся, здесь самые разные фигурки. Мы увидим здесь и охотника, и всадника, и крестьян, и самых разных животных, земноводных и прочих обитателей нашего земного мира. Этот кубок – воплощение всех основных идей кунсткамер.